Ой-ой-ой. Я надеюсь, что это мне не помешает. Не надо, 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 не надо. Лошара. Стоит ли рассказывать, что такое Calamity и насколько он сложный? Думаю, нет, учитывая то, что он занимает первое место по количеству подписчиков в Стиме. И мой 100-дневный забег по дням в террарии, где один день равен 20 минутам реального времени, будет на сложности Мира Эксперт. А сам Calamity будет на сложности Месть, так как Месть включает в себя все, кроме усложнений боссов на смерти, но это не точно. А вот и началось мое приключение, которое будет очень простым, пока я не вспомню, что мне надо включить режим Мести. Все мобы теперь очень сильно прыгают, почти ваншотают в начале игры, слизни теперь машины для убийства, и теперь каждая милипусечка может меня ваншотнуть. Открыл вначале мешочек, в котором были зельки и немного полезных вещей, а после этого пошел добывать дерево. Начал строить дом из-за очень сильных слизней поблизости, которые не давали мне покоя. Пока я строил дом, пришел непись из Magic Storage, которая позволяет сделать склад из нескольких ячеек, но это в будущем. К тому же, тогда я еще не знал, что это и как этим пользоваться. Нашел сундук с эглетом в Багрянце, жалко, конечно, что он так близко заспавнился. Встретил нового моба, из которого выпал Вульфрум, но я даже не посмотрел, для чего он нужен. В первый раз встретился с бафнутыми зомби и сразу же отъехал. Закупился досками у нового Нипа билдера, пошел в подземную пустыню, но таких жестких мобов я там не ожидал, поэтому тэпнулся домой, скрафтил печку, а после бумеранг. И уже с бумерангом пошел в подземную пустыню, где нашел дом, где было долото, а рядом стояла статуя Баст, которую я успешно забрал. Утром второго дня использую кристалл жизни, чтобы повысить хп. Еле как пробегаю багрянец и нахожу живое дерево, а в сундуке бумеранг. Это, конечно, круто, но было бы еще лучше, если бы он находился не за багрянцем. Пройдя чуть далее, нашел зимний биом, спустился в шахту и нашел домик, в котором ничего полезного не было. И в первый раз встретился с самоцветным ползуном. Тогда я еще не знал, что это и как это, но тогда мне выпал топаз. Начинаю копать шахту под домом, и помимо дома с когтями альпиниста нахожу золото и аметисты. Нифига. Пройдя чуть дальше, нахожу железную дорогу и на ней 3 кристалла жизни. И случайно нахожу домик, в котором находится магическая ракушка, а также призывалка нового босса. А новый день начался с крафта изумрудного крюка. И когда я решил попытать удачу и найти над собой небесный остров, я случайно нашел над собой какую-то непонятную сферу и залутал все, что там было. Еще покопавшись в пещере, скрафтил золотую броню и залутал домик, в котором ничего полезного не попалось. Разложил ресурсы по сундукам и пошел в пещеру, где фея привела меня к сердцу. Зашел в еще одну лабораторию, и там ничего полезного не было. Зато нашел гранитный биом, в котором был двойной прыжок, чему я был очень рад. Пока крафтил золотую кирку, пришел глаз Ктулху, которого я почти убил, но из-за слабой амуниции не справился. Начал достраивать дом и перед следующим днем пошел в пещеру за кристаллом жизни. А помимо него пещеры меня порадовали когтями альпиниста, которые в будущем нужны будут на снаряжение ниндзя. Утром увидел, что могу скрафтить монструозные клинки, но для них нужен был кристалл жизни. Нашел мраморный данж, где в сундуке был медальон гладиатора, который давал бафы при малом количестве здоровья. Залутал еще одно сердце, забыв про оружие, для которого нужно сердце, и добил 400 хп. Пошел в джунгли и там нашел домик, где была ракетница, а чуть левее сердце для новых клинков. Скрафтил и был удивлен, так как на первое время это самое то. Привел дом в нормальный вид и пошел исследовать поверхность. В джунглях нашел большое красное дерево, а под ним еще и ули пчелы, которая почему-то напала на меня просто так, и даже не спрашивайте меня об этом. Использовал зелье гравитации и пошел лутать небесные острова. Но оказалось, что не только их, так как было много маленьких планетоидов, и на одном из них я нашел даже зачарованный меч, а позже обычным способом нашел звездную ярость. Пошел в пещеру в надежде на ботинки Гермеса, но повезло мне только на лабораторию. Нашел в зимнем биоме еще одну такую лабораторию, а в ней был арктический водолазный костюм. И да, это тот самый, который мне не хотелось делать в моем идеальном летсплее. Вот, кстати, подсказочка. Взял зельки, которые нашел у себя в сундуках, и скрафтил Гермесы. И да, в Calamity это можно сделать. И как раз вовремя пришел глаз Ктулху. Теперь с чистой совестью идем искать в джунглях звериные когти. Попутно оформляю мобов, чтобы скрафтить травяной клинок. И наконец-то нахожу волшебное зеркало. И нафармил спорт джунглей, так как они тоже были нужны. Нахожу железную дорогу, рядом с которой было 2 дома. Но там не было звериных когтей, зато теперь браслет ветра есть, который нужен для терработинок. К сожалению, без звериных когтей, но все равно крафтим травяной клинок. Спойлер, в Calamity он бесполезен. Даже грань ночи, в которой он нужен, слабая. И весь оставшийся день просто строю арену, чтобы в будущем этим не заниматься. 9-й и 10-й день я все-таки решил заняться базой. И вот такой результат получился. Начал разбираться в моде на хранилище и скрафтил моду доступа к хранилищу. Напоминаю, что я просто разбирался и без гайдов, и отправился на поиск Шиммера, но не нашел. Кстати, даже под конец прохождения я так и не понял, есть ли он вообще в Calamity. И если вам не трудно, напишите, пожалуйста, в комментарии, если знаете, потому что я так и не понял и не нашел про эту информацию. Наступила первая кровавая луна, и я зафармил ее, получил кучу всего, но не получил денежное корыто. Пошел в зимний биом и долго копаясь в пещере, все-таки нахожу ледяной бумеранг, который, по всей видимости, бафнули, и он стал сильнее, чем я думал, поэтому
поэтому временно буду ходить с ним. И бонусом еще самоцветов нафармил, пока искал его. Снова отправился на поиски Шиммера и по пути искал самоцветы. Нашел торговца и купил у него пару вещей. По пути нахожу жилу самоцветов с алмазами, а это то, что нужно, так как для крафта всяких ячеек оказались нужны самоцветы. Скрафтил сердцехранилище, это если что ключевая ячейка Magic Storage. И закончился день тем, что я просто искал информацию. Пришел подрывник, и я купил у него динамиты. И до конца дня успел закончить удобный спуск вниз. Построил ферму самоцветных деревьев и для проверки посадил дерево. И через время оно выросло, значит ферма на правильном уровне. А также построил коробку, где будет система склада. Пока лутал грибной биом, случайно нашел вот такой имбовый аксессуар. А также сделал проход до ада. Выбил там камень магмы, и с ним ледяной бумеранг стал, помимо своего дебафа, давать горение. И случайно выбил какой-то имбовый меч. И, наверное, опередил свой прогресс. Выбил еще один крутой меч, но за счет дальности он был более практичным, чем тот, который наносил больше урона. Убил нового босса Каламити, пустынного бича, про которого я говорил чуть ранее. И убив того самого жесткого моба, который оказался слабым, получил даже какой-то аксессуар. А еще оформил пустынного бича ради меча, а он оказался полной фигней. Нифига я выдал. По книге с боссами пошел на следующего по прогрессу, но без арены, что было большой ошибкой. И уже сделав арену в виде круга и осушив все в биоме, где везде вода, с легкостью его убил. Купил нового НПСа, пару оружек, но они были слабыми. Нашел еще одну лабораторию, но уже в этом красивом биоме. И перенес вещи из сундуков сверху на мой временный склад, а также добавил домов. И на юбилейный 20-й день вспомнил про ферму самоцветных деревьев и посадил там саженцы. А также сделал арену нового босса из Каламити, Крабулона, и нафармил грибов. С легкостью убиваю Крабулона и иду фармить кислотный дождь, который оказался очень простым. Сделал призывалку слизней и пофармил для маунта. А также скрафтил какую-то новую броню из кислотного дождя, которая не на воина, но зато не золотая. И легчайше убил мозга Ктулху, хотя тот стал более активным или мне просто показалось. А также расставил трофеи боссов и скрафтил каймтановую кирку. Пошел за адским камнем и обсидианом. Сделал литую кирку и сет, а также начал отделять багрянец туннелями. Тоже отделял багрянец, но нашел продавца Элем. Наконец-таки закончил отделять левый багрянец и остался только правый. С 27 по 30 день просто отделяю правый багрянец. Кстати, на 30 день пришли гоблины, про что я забыл рассказать. И были с легкостью отбиты благодаря форме базы, а также мечу. И уже на 31 день нашел гоблина, пока отделял багрянец. Заканчиваю отделять правый багрянец, и теперь в хард-моде багрянца будет намного меньше. Сделал шарик с подковой и искрометной морозной ботинки, которым сразу скрафтил амулет лавы. Но не было обсидиановой розы, чтобы скрафтить те ботинки. Расставил фабрики по производству батареек с лабораторий и разровнял местность на базе. А также снес гору и построил простенькую арену в багрянце. Сделал домик в пустыне, джунглях и нашел данж, по всей видимости, механиков в зимнем биоме. Купил пилон джунглей, лесной пилон и построил арену с домами для НПС в зимнем биоме. Пока фармил специальных мобов для кожи, нашел зимний данж с бесполезным маунтом. И уже на 37-й день все-таки скрафтил звериные когти, как раз таки из той самой кожи. И убил перфоратора. Увидел, что при помощи пустынной вариации могу отскакивать от поверхности. А в зимнем биоме нашел крутую вариацию меча. И при фарме слизняка заметил огромный ДПС у пустынной вариации. Решил пойти так на скелетрона, но отлетел из-за своей ошибки. Крафтил связку шариков и сразу же перековал. Весь день сортирую склад, а вечером иду на скелетрона. Убиваю скелетрона и спускаюсь в данж, где всю ночь фармлю. Вернулся со всем необходимым уже к утру. Скрафтил меч вулкан и демоническую ракушку. Поставил трофей скелетрона и пошел отбивать армию древних. Убил пчелу, поставил трофей, скрафтил терработинки. Скрафтил багряный алтарь, дополнительные соединенные станции с мода Magic Storage, обычные соединенные станции тоже из Magic Storage. Скрафтил биомный шар и начал строить нормальный склад. Вот так я буду получать к нему доступ, а вот как стоят ячейки снизу. Пошел в ад, чтобы скрафтить адские улучшения. Кстати, ровно 13 штук. А также сделал кремтановое улучшение, тоже 13 штук. И прокачал ячейки с помощью улучшений. Теперь там может храниться больше вещей. Переложил все вещи из сундуков в хранилище. И да, 1560 предметов будет достаточно почти до конца игры. Сделал телепорт вместо с ячейками, так как мне нужно будет сюда возвращаться. Теперь моя база выглядит так, а на карте вот так. Купил снежный пилон, увеличил арену на спавне и поставил побольше бафов. И уже с вот такой экипировкой и бафами с легкостью убил бога слизней. Поставил трофейчик и сделал новый сет, статигелевый, а также клинок. Правда, пришлось убивать его еще раз. Убил стену плоти, но не повезло на дроп. Первое, что сделал, это скрафтил кровавый шарф-червь. А также нафармил пыльцы фей для крыльев. Наступила кровавая луна, но за всю ночь так ничего нужного и не выдал. Пофармил виверну ради крыльев. И наконец-таки начал добывать кобальт. Сделал кобальтовую броню и добил 500 хп. Так как в Каламите это можно сделать до механиков. Нашел призвалку королевы слизней, а также Нипа. И начал рыбачить багрянца ради трюмели оружия. А вот я уже и перековал язык лезвия. Подготовился и убил уничтожителя. Добываю мифрил и делаю новую броню. Крафчу перчатку титана, так как с помощью зелья зерга можно спокойно фармить мобов. Точнее, перчатку силы. Сделал едкую грань и пошел с ним на близнецов, которые отлетели с первой же попытки. Поставил трофей и сразу же иду фармить титан. Сделал титановую броню, обновил аксессуары и сделал призывалку скелетрона прайма. И в очередной раз убиваю с первой попытки. И сразу ставлю трофейчик. Сделал механическую вагонетку, щит анха, а также перчатку силы. А также святой сет и диски, которые оказались имбой. Скрафтил меч биома и пошел на королеву слизней. Убил криогена практически без урона и скрафтил
скрафтил ангельские ботинки, а также шар Моаб. Пофармил криогена ради топорика и скрафтил чудовищный фрукт, которым повысил хп. Апгрейднул шарф портного и зафармил пиратов. Увеличиваю арену в Северном море и убиваю акватического бича. Попутно закрываю события кислотного дождя 2-го уровня. Иду в серные скалы за рудой и крафчу призывалку серного элементаля, который оказался непростым, но с первой попытки убиваю. Поставил трофейчик и еще раз прошел армию древних. Пошел за крионитом и скрафтил полный сет Дедала на воина. Пробую клон Каламитас, которая оказалась легкой и отлетела с первой попытки. Поставил трофей и скрафтил новый меч, ковчег древних. После этого пошел на заранее подготовленную арену для Плантеры. Попытался убить Плантеру, но не понимал, почему она перехиливает весь мой урон. Спойлер, арена просто оказалась на уровне поверхности, что было ошибкой. Пошел добыть титана и хлорофита, а позже построил дом для трюфеля с грибным биомом. Бафуюсь, призываю и уже на подземном уровне спокойно убиваю Плантеру. Ставлю трофей и иду искать данж голема, который нахожу вот так. Кто может сказать лайфхак, как быстро найти данж голема, так называемого? О, я нашел! Лол! К 82-му дню полностью зачищаю данж голема, покупаю автомолоты трюфеля, чтобы сделать грибные слитки, а позже спектральные. Иду в обновленный данж скелетрона за всеми вещами и нахожу огромную комнату посередине данжа. Весь лут закидываю в хранилище, крафчу терра-меч, который оказался не таким полезным, как в ваниле. Бонусом нашел вампирские ножи, которые стали слабее. Пошел на запас подобывать многолетней руды и крионита, что в будущем сделать сплавы жизни. Вот столько мне удалось добыть, а также проапгрейдил щитанха. На запас добываю хлорофит и соединяю 2 старых меча в один новый. Пофармил черепаший панцирь и так вспомнил про черепашью броню. И считай, потратил тот хлорофит, выбил себе щит паладина и скрафтил щит героя. Пофармил солнечное затмение и скрафтил небесную ракушку. И пошел очень долго рыбачить ради магматитовых слитков. Кстати, эти дни считаться не будут. Наконец-то проапгрейдил перчатку до огненной рукавицы с помощью этих же слитков. И вот они, 128 слитков, которые добылись кровью и потом. Сделал гидротермическую броню, а к ней крылья. И узнал про клинок Эгиды, который падает с голема. С первой же попытки убиваю Аструма Ареуса, который оказался не таким простым. И сделал арену для Голиаф. Выбил себе крюк с королевы слизней, так как он телепортирует. И еле как убиваю Реброна, который оказался очень непростым. Умри, просто умри! Умри! В смысле Реброн, не я. О! Выбил с него крутой меч и крылья, которые сразу перековал. А также убил Голиаф, которая, насколько я понимаю, убивается после Реброна, а не до него. Трофейчик и здоровый культист. К слову, он не лошара, как ванилия, но все равно легкий. И я даже в один момент чуть не отлетел из-за вот такого мусора. Но культист убит, и я первый зачищаю башню воина, после нее остальные. И как оказалось, для Мунлорда нужна нормальная арена, а не то, что я делал до этого. И поэтому я запарился, подготовился бафами, в том числе и селькой раздора, которой я научился пользоваться. И встречаем Мунлорд. О! Убил. Убил. Фу, как же у меня сердце бьется. Лошара. Фух. На самом деле было несложно. Не так сложно, как я думал. Но Мунлорд побит, ребят, так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я потратил кучу времени на эти 100 дней. Если понравился ролик, вот, пишите в комментарии, давайте плюсы, минусы. И всем пока. Всем спасибо, кто смотрел.